Так, всем привет! Сегодня давайте посмотрим коробочку с моделью от китайской фирмы Trumpeter Russian BMP 3E AFV, что перевести можно как российская BMP 3E. AFV это просто расшифровывается как Infantry Fighting Vehicle, то есть буквально калька от BMP, то есть боевая машина пехоты. Так, значит, каталожный артикул от Trumpeter 01530. Значит, давайте начнем, наверное, с прототипа BMP-3, соответственно, боевая машина пехоты, наследница BMP-2, BMP-1, как следующая такая, знаете, это рация производства Курганского машиностроительного завода. Значит, машина изначально работы по ее созданию начались еще в 70-х годах в Советском Союзе. В реальности же на вооружение советской армии она поступила уже где-то в конце 80-х, появилась на парад в 90-х и, собственно, потом наследник перешла в вооруженные силы Российской Федерации. Машина неоднозначная на самом деле, то есть они как бы много говорят разного, то есть вообще в отличие от BMP-1, BMP-2 у нее как бы совершенно другая компоновка, если вот так посмотреть на нее. То есть она вообще как-то по компоновке и, может быть, какому-то внешнему виду, наверное, больше как будто напоминает боевые машины десанта, нежели предыдущие BMP. То есть у нее использована другая, то есть компоновка, двигатель перенесет заднюю часть в корму, то есть он где-то вот здесь внизу находится, в отличие от BMP-1, BMP-2, у которых двигатель был спереди. Соответственно, десант по-другому располагается, соответственно, использовано другое вооружение, другая башня, автомат заряжания использован. Соответственно, крупнокалиберная 100, если не ошибаюсь, 100-миллиметровая пушка, спаренная с автоматической пушкой. Вот используется пушка, использует крупнокалиберные снаряды, автомат заряжания под эти снаряды, также может птурами стрелять эта пушка, ну и автоматическая спаренная, вот здесь ее не видно, она тоже там присутствует. Соответственно, у предыдущих итераций, ну точнее как у BMP-2 была только автоматическая пушка, у BMP-1 была только крупнокалиберное орудие. Соответственно, ну и из интересного, да, вот я уже сказал про компоновку двигателя. Двигатель BMP-3 находится вот где-то здесь внизу, в корме. И, соответственно, десант размещен в данной BMP совершенно по-другому, нежели в BMP-1, BMP-2, в которых был понятный простой такой десантный отсек сзади, открывалась задние двери, соответственно в BMP-3 это совсем по-другому сделано, десант по факту, но это дальше мы будем по компоновке модели, возможно, поймем, он по факту размещается, можно сказать, вот где-то вот здесь, в промежутке между боевым отделением и, скажем так, двигателем. Ну, еще впереди там могут два десантника располагаться вот здесь. Вот видим мы курсовые пулеметы, кстати, очень похожие на БНД деталь. Вот эти курсовые пулеметы как раз вот управлять, собственно, этими курсовыми пулеметами могут дополнительных два десантника, если они там присутствуют. Соответственно, и опять же выгрузка из машины по-другому осуществляется, да, против дверей задних таких вот у BMP-1, BMP-2. Тут открываются, собственно, верхние створки у нас, такие люки откидываются, и задние люки откидываются, и там получается вот здесь вот такая вот, получается, рампа над двигателем, как бы такой высокий полик, и десантники вот отсюда, получается, вот так вот вылезают сюда, покидают, собственно, десантное отделение машины. То есть такая, ну, скажем так, достаточно нетипичная, необычная, скажем так, для боевых машин пехоты компоновка покидания машины. Соответственно, что еще можно сказать? Да, алюминиевая броня у машины, соответственно, ну, что сразу говорит о том, что не то, чтобы она сильно бронирована против каких-то серьезных вооружений. Сейчас говорят, что даже современные автоматические пушки могут пробивать ее броню, но зато, конечно, очень продвинутое вооружение, то есть продвинутые электронные многие системы, прицельные комплексы, которые, конечно, усовершенствовались относительно предыдущих итераций БМП. Также в Советском Союзе эта машина задумывалась как плавающая машина, причем серьезно готовилась к этому, что она может десантироваться с моря, причем вести огонь непосредственно, еще, например, находясь в плавающем положении. И также она готовилась для ведения
боевых действий, собственно, в очагах ядерного поражения и так далее. То есть, собственно, как мы видим по опыту как бы современных конфликтов, ни функция плавающей машины, ни какая-то защищенность от последствий каких-то ядерных взрывов, поражений, в принципе, в современных, скажем так, текущих войнах не то чтобы нужна, поэтому как бы эффективность машины тут тоже немножко как бы она не в ту сторону уходит. В частности, да, машина применялась, наверное, впервые в боевых действиях Первая Чеченская война. Там были достаточно такие известные трагические эпизоды с целой колонной, гибелью таких машин при попадании минометной мины в боекомплект, в склад боеприпасов, по-моему, или в складированные боеприпасы. Ну, это скорее случайность, конечно. Машины эти, ну, в целом, по ним отзывы разные, то есть можно сказать, что многие ругают машину, в частности, я вот, например, и мне попадалось чисто случайно мемуары по Первой Чеченской, где эту машину ругали командиры, потому что говорили, она очень сложная, мне много электронных систем, в ней тяжело разобраться как бы не очень-то подготовленным на тот момент срочникам, и то есть часто из-за этого поломки и так далее, то есть командирам больше нравились как бы простые, понятные БМП-1 и БМП-2, а вот сейчас, например, в текущих недавних конфликтах ругают слабое бронирование, потому что как бы говорят, что более старые, более простые БМП-1, БМП-2, они лучше защищены, и огневая мощь, в принципе, вполне достаточно, а при этом как бы, скажем так, защиты БМП-3 с ее алюминиевой броней как бы явно не хватает, поэтому сейчас идет речь о том, чтобы подготовки дополнительного бронирования для этих машин, каких-то модификаций более защищенных, при этом хотят, возможно, отказаться от плавательных функций и чего-то такого, упростить вооружение, возможно. То есть машина не то, чтобы прям сильно однозначная. Ну, собственно, надо переходить к самой модели. Да, трампетеровская модель. У Трампетера есть целая линейка, там, по-моему, около 10 целых разных моделей, машин, различных модификаций, годов и версий BMP-3. Изначально первая модель была сделана, по-моему, в 2010-м. Вот конкретно вот эта модификация, которую они называют BMP-3E или E, она, по-моему, 2012. Ну вот опять же, тут надо сказать про эту модификацию. Я не являюсь экспертом по теме BMP-3, так как у них достаточно богатая бурная история в том плане, что их много раз модифицировали, то есть там куча различных версий, модификаций и усовершенствований делалось Курганским заводом. Соответственно, не эксперт, и вот из открытых источников, то, что, грубо говоря, можно нагуглить, я проверял, что такое BMP-3, и, к сожалению, действительно практически абсолютно непонятно, что именно, ну, не очень понятно, что именно Трампетер, какую модификацию нам здесь изобразил, потому что вот буквально в тупую, например, модификация BMP-3E или BMP-3E, возможно, она просто фактически не ищется. То есть вроде бы была какая-то модификация BMP-3E, но она буквально вот упоминается, там вот просто никакой инфы нет, что это за модификация, чем она там отличалась. Такого понятия вроде как официально я не нашел в интернете. Модификации BMP-3E вообще ничего не находится. То есть это довольно как бы странно, но так как я не эксперт в теме, то есть как бы закапываться в какую-то прям серьезно искать какие-то источники BMP-3 я, конечно, не буду. Поэтому, ну, единственное могу сказать, что вот чисто внешне вроде как машина похожа. Кстати, да, боксарт у нас такой очень прикольный, где БМПшка гоняет каких-то речных птиц у нас тут вот. Похоже, как будто бы может быть на модификацию BMP-3F, потому что была такая модификация BMP-3 для морской пехоты, у нее как раз вроде как использовался вот такой вот дополнительная труба для забора воздуха. Как раз она больше, эта модификация была ориентирована на водное десантирование. То есть там плавучесть повышенная, возможно, она имеется в виду, но название на коробке мы видим другое, потому что вот, короче говоря, что именно за модификация BMP-3 вот конкретно вот в этом артикуле Трампетером это имеется в виду, это в принципе вопрос, скажем так, еще дискуссионный. Ну да ладно, будем переходить к самой модели. Значит, что тут на боковиках у нас историческая справка у Трампетера, конкретно они пишут здесь только про BMP-3 в общем, то есть вот куда она экспортировалась, когда разработали, когда это на службу встала и так далее. То есть конкретно про вот эту модификацию ничего прям такого конкретного не написано. Видим, что
что фототравление, небольшая платка входит в комплект. На другом боковике, собственно, другая проекция, ну и ничего больше полезного нет. Вот, кстати, по коробке хочу сказать тоже, я как-то раньше не обращал внимания, вот, что у трампетерских, большинство трампетерских моделей очень хорошие, плотные, крепкие картонные коробки, потому что когда их начинаешь так вот зрительно сравнивать с более, как бы, скажем, крутыми производителями, там, знаете, какие-нибудь Рафилды, Такомы, Менги, они достаточно часто экономят на картоне для коробок и используют очень тонкий, в общем-то, достаточно хлипкий картон, и который, в принципе, как вот понятно, не так он надежно защищает, как вот эти вот трампетерские такие кондовые из толстого картона коробки, которые не так-то просто раздавить и открыть бывает тоже непросто. Так, ладно, давайте заглядывать, собственно, в коробку. Значит, так, в коробке у нас по стандарту инструкция стандартная трампетеровская, вкладка цветная с окраской, пластиковые, собственно, у нас литники, вот столько их. Так, также у нас присутствует, значит, в отдельном маленьком боксе крупные детали, а именно ванна корпуса, прозрачные детали, некоторое количество, ванна корпуса, соответственно, башня, отдельные детали, ну, верхняя ее часть и, собственно, верхняя часть корпуса. Также здесь присутствует, значит, декаль, значит, и где-то у нас там должна быть присутствовать плата фототравления и что-то еще. Ну так, нет, нам только плата фототравления. Ну вот две платки на самом деле мы здесь видим. Хотя нам написали только про одну декаль. Все запаковано тщательно у трампетера. Прозрачные детали, пластик. Но про пластик мы еще поговорим. Они как бы тут есть, но как бы и не все. Значит, отдельный, редкая довольно для трампетера вещь, отдельный пакетик с отдельными гусеничными траками. Значит, тут присутствует, видно, что они из другого пластика, нежели все остальные пластиковые детали. Ну и, собственно, вот все, что у нас есть в коробке. Так. Собственно, по традиции начнем с бумаги. Инструкция трампетеровская стандартная, описание, историческая справка не дублируется трампетером у себя в инструкциях обычно, та же самая проекция, значит, раскладка литников. Литников, да, довольно много, но не то чтобы в принципе в сумме тут супер много деталей. Литников много, они все вон запакованы в отдельных пакетиках, видимо, потому что много модификаций, соответственно, около 10 модификаций этой модели различных существует, и, видимо, просто в разных модификациях трампетер тасует литники у нас. Кстати, да, по модели, что можно сказать, вообще дальше полистав и так далее, то есть модель, она не простая в том плане, что оказывается, что в принципе она интерьерная, хотя трампетер, в отличие от многих других китайских производителей, об этом гордо нигде на коробке не указывает, но можно понять, вот, например, просто так вот, листнув немножко вперед, что, например, у нас здесь есть и детализация, я так понимаю, отделение механика водителя, может быть не полная, но какая-то есть, и детализация, я так понимаю, внутренности десантного отсека, вот видим какие-то тут огнетушители, стенки с детализацией, и также есть детализация, вот опять же, сиденья десанта присутствуют, стенки там этой, ну, скажем так, вот этого отсека, через который идет, опять же, вот, то есть много детализации внутренности есть, несмотря на то, что, казалось бы, с чего бы вдруг. И вот еще, в частности, вот по башне, то есть детализация башни, то есть тут есть и детали этого, как его, автомата заряжания, я так понимаю. Хотя, ну, я так понимаю, что довольно условная детализация, в частности, вот вроде как автомат заряжания, но снарядов вроде как в нем нет. Ну, тем не менее, какая-то деталировка, в отличие от многих трампетерских моделей, где такого мы не увидим, тут, в принципе, какой-то интерьер даже дан для башни, для боевого отделения. То есть он вроде как, то есть производит впечатление такого, ну, немножко условного интерьера. То есть он как бы вроде как есть, но вроде бы не выглядит супер детализированным, но тем не менее он присутствует. И, наверное,
позволяет какие-то люки приоткрыть, то есть при собранной модели, чтобы как-то что-то там где-то можно было разглядеть. Ну так вот, да, вот неиспользуемые части трампета просто нам пишет текстом, что мы не используем. В каких-то предыдущих моделях можно было увидеть, что часто у них вот такое вот указание у Hobby-Boss, у трампета, указание неиспользуемых деталей часто расходится с действительностью. Ну да ладно. Так, значит, инструкция довольно длинная, опять же, все начинается с балансиров и катков, соответственно, тут абординка катков у нас сделана прямо на катке. Тут я смотрю, что-то нам даже по балансирам, по ходовой что-то даже не нужно клеить, не совсем понятно, так как не выглядит эта машина как имеющая какую-то подвижную ходовую часть, но возможно что-то может быть там в районе ленивцев будет у нас немножко подвижно, хотя вроде бы и нет. Не совсем понятно, что именно тут по частичным вот этим механизмам не клеится и зачем это сделано, но может быть для какой-то более легкой установки. В общем, такая вот ходовая довольно разнообразная. Соответственно, есть тут, так понимаю, у нас что тут, вариации какие-то, что ли, идут? Вот здесь. Или это одно и то же? А, нет. Ну, это вроде как устройство для самокапания, хотя, казалось бы, для морской пехоты вроде как не делали таких устройств, но, может быть, это и не эта модификация, я не знаю. В общем, ходовая у нас, да, балансиры, поддерживающие катки, звездочка вот отдельно, там, ленивец и так далее. Потом, собственно, сами катки ходовые у нас останутся, да, вот как говорил, резинка с рельефом у нас идет, видите, довольно-таки сложным. Еще детали ходовой. Вот, собственно, гусеница у нас начинается. Гусеница у нас наборная в модели, уже показывал, соответственно, ну, насколько я понимаю, абсолютно не рабочая, то есть, несмотря на то, что отдельным пакетиком прямо идут траки, и причем каждый трак у нас из двух, собственно, деталек, что, конечно, довольно неприятно, потому что говорят нам собрать 168 траков, но я так понимаю, это на две стороны 168 траков, то есть это где-то по 80 с чем-то траков. Нам придется эти гребни отдельно обрабатывать, отдельно приклеивать. Ну, довольно долго, довольно муторно такая вот интересная гусеница. Не смогли они траки отлить в одну деталь. Да. Ну, соответственно, я так понимаю, ничего, опять же, не написано про рабочую гусеницу и нарисовано так, как будто мы сразу ее должны поставить. Ну, как бы в реальности, конечно, тут надо изловчаться, если хотите поставить именно из коробочную гусеницу, то есть, соответственно, чтобы как-то потом ее красить. Ну, как бы ничего невозможного нет для любителей моделизма по дешману, да? Так вот. Соответственно, вот часть десантного отсека. Вот это, кстати, вот по сути получается такая задняя стенка десантного отсека. Вот здесь он вставляется, вот здесь непосредственно сидушки десанта. То есть, ну, очень не похожая компоновка на то, что мы видели, например, в БМП-1, БМП-2. Вот стенки десантного отсека с огнетушителями. Вот детализация, собственно, отделения механика-водителя. Он по центру сидит. Вот здесь сидушки десанта, то есть, вот видите, да, у нас вот здесь еще будут потом, вот здесь это видно, то есть, вот здесь десант у нас сидит, здесь у нас вот эта рампа над двигателем, то есть, двигатель где-то вот здесь находится, он не детализирован, но где-то там он находится. Стенки вот этого десантного, получается, и боевого. По факту в этой машине как бы боевое отделение, оно по факту совмещено с десантным, условно говоря. То есть, и вот это все устанавливается. Тут как бы декалями идет приборной панели, значит, водителя, механика-водителя. Это, кстати, очень круто. То есть люки можно, наверное, будет смело открывать, там что-то показывать. Значит, что еще? Единственное, что, по-моему, по окраске, насколько я вижу, в отличие от, собственно, многих других производителей, которые логично, что если у нас идет какой-то интерьер в каких-то машинах, да, то обычно при сборке уже дают инструкцию, как красить этот интерьер. Тут, в отличие от такого, скажем так, правила, я никаких вот указаний по окраске от трампетера не вижу. То есть, видимо, разыскивать, как подкрасить интерьер, это нам придется самим. Значит, вот еще немножко по десантному боевому-боевому отделению.
Вот мы видим, да, сидушка механика-водителя, по сторонам две дополнительные сидушки для двух десантников, то есть которые могут там рулить этими курсовыми пулеметами. Но курсовой пулемет тут, я смотрю, никак изнутри не детализировано, но вот еще две сидушки назад для десантников. То есть, опять же, вот как говорится, да, чтобы немножко по самой машине прояснить, так как дальше в инструкции этого уже не увидно, то есть по факту вот в основном вот здесь десант сидит, то есть при покидании машины им нужно как бы вот это вот все откинуть, и вот сюда вот через эти два прохода, откинув вот эти верхние люки в крыше и вот эти две условные дверки, да, они как бы через условный верх, перелезая вот это вот двигатель с прикрытой специальной рампой, они выпрыгивают. То есть, ну, такая вот схема немножко, скажем так, не сразу такая, скажем, налезающий на голову, за которую в целом часто достаточно критикуют эту машину, что уж очень это сложно и замудренно сделано, в отличие от машин, где есть какая-то задняя рампа, или хотя бы как у БМП-2, БМП-1 задние двери просто, и десант как-то, хотя бы как-то условно, ну, отделен, что ли, от боевого отделения. Ну, как не то, что отделен, хотя бы... То есть, получается, тут по факту десант сидит вокруг боевого отделения. Ну, конечно, как бы можно покритиковать за то, что, в принципе, при огневом поражении машины и детонации боекомплекта, который находится как раз вот будет где-то здесь находиться в автомате заряжания, там где-то еще, то есть, в принципе, десанту, конечно, будет, если он будет сидеть в машине, не то чтобы очень сладко. Особенно, в принципе, двум десантникам, которые могут располагаться впереди, то есть, насколько я помню, никаких специальных, ну хотя нет, по-моему, есть для них люки, да, для них есть специальные люки, ну, не знаю. В общем, такая немножко, конечно, спорная конструкция, но необычная. Ну, значит, да, вот помимо этих сидушек тут, собственно, эти вертикальные люки, я так понимаю, в принципе, их при желании можно сделать открытыми, так как вроде как детализация для этого достаточно. То есть эти верхние люки, задние. Вот задние люки при этом, что... Хотя нет, ошибаюсь. Задние люки сделали вроде тоже бы открывающимися, насколько я понимаю. То есть вроде как отдельные детали. То есть у нас подсборки идут, да, вот. То есть, в принципе, задние люки, вот эти две, ну, люки, двери, условно, можно как бы раскрыть и, в принципе, показать машину полностью, ну, в состоянии, скажем, покидания ее десантом. То есть... Соответственно, в принципе, такую опцию Трампетер нам оставил. Ну, тут какие-то решеточки, лючки, там, не знаю, водометные какие-то, может быть, системы. Соответственно, дальше у нас идет верхняя часть корпуса. Много нам надо пробурить дырочек, вот дает Трампетер для этого на инструкции указания. Там будут ли обозначения на самом пластике, пока не знаю, но посмотрим. Тоже какая-то вот опять внутренняя интерьерная детализация есть. Вот, в частности, у нас есть здесь, начинаются перископы. Перископы, в данном случае, водителя. Видим, что, соответственно, вроде бы тут у нас что-то... Ну, хотя нет, по окраске тоже ничего не сказано. И самое главное, то, что мы видим, что эти все перископы, они, собственно, у нас из глухого непрозрачного пластика идут, совершенно с обычного непрозрачного литника, несмотря на то, что в модели есть прозрачный литник, но на нем даны только какое-то там ограниченное количество. Дальше мы посмотрим, куда это идет. Все же, я так понимаю, основная масса всех перископов, она вся просто дана в глухом пластике, соответственно, прозрачность стекла там придется имитировать, собственно, краской. Ну вот, собственно, такие вот минусы у набора есть. Ну да, вот детализация внутрянки, какие-то дополнительные стеночки какие-то присутствуют. Хотя, конечно, этого не то, чтобы это все было в машине видно. Даже если ты откроешь люки, как бы такую детализацию, наверное, не увидишь. Опять же, детализация внешней части, верхней части корпуса. Вот люк, опять же, водителя. Люки, собственно, дополнительных вот этих двух десантников по бокам от водителя. Курсовые пулеметы, опять же, вот, ну, опциональные, я смотрю, какие-то разные они могут быть, эти курсовые пулеметы. Да, вот мы видим, куда идет у нас прозрачный пластик, в частности, на осветительные приборы у нас все-таки идут фары из прозрачки. Фототравление тут какое-то ставится тоже, ну, шанец там, что еще... Ну, еще какая-то мелочевка детализации, какие-то воздуховоды. Вот опять же те самые верхние люки. Там были не верхние люки, это извиняюсь, я вот тут думал, что это люки, это на самом деле не люки, это стенки, как бы, скажем так, стенки
прохода для покидания машины, да, если его можно так назвать. Верхние люки, они здесь. Ну, как бы вот они отдельными деталями идут, верхние люки, и в них еще есть маленькие лючки такие, которые, ну, пока не... Да, два лючка сделаны, они тоже вроде как могут быть открывающимися сделаны. То есть, в принципе, вероятно, эти люки можно будет сделать открытыми верхние, и, соответственно, вот реализовать машину, как будто бы она с открытым десантным, ну, не десантным отсеком открытым, да, вот все время приходится вот поправляться, а готовая к покиданию, то есть открытым отсеком для покидания десантом, да, то есть, ну, это, по-моему, вот что это за тубус, я не помню, это, по-моему, не бревно, а тубус с чем-то, хотя я не уверен, честно говоря, просто на инструкции этот тубус, это вроде как не бревно, это тубус, наверное, как раз, если я ничего него не путаю, это как раз тубус с той самой трубой, которая у нас есть на бокс-арте. А вот здесь она устанавливается для забора воздуха, то есть это черта машин модификации BMP-3F, насколько я понимаю, для более такого лучшего, удобного водного хода машины. То есть, насколько я понимаю, она хранится вот в этом тубусе. Это самая труба, и вот у других модификаций машин, по-моему, здесь бревно устанавливалось. Как-то так. Ну, значит, еще тут деталировка, тут воздуха, скорее всего, выхлоп, наверное, двигателя у нас. Собственно, детали травления, еще мелочевка, поручни и так далее. Значит, что... Да, кстати, про травление пишет отдельно, что цианокрилатным клеем. Ну, это, наверное... волноотбойник, по-моему, или что-то такое для, опять же, водного хода. И, собственно, начинается с 11 и далее шага у нас сборка башни и вооружения. Ну, соответственно, тут у нас тоже перископы всяких лючков, я так понимаю, стрелка и командира машины, тоже абсолютно глухие, непрозрачные. Пластик, но есть травление, ну, то есть такие спорные решения, да, даем травление, даем наборные гусеницы, но при этом почему-то на прозрачном пластике почему-то экономим. Хотя даем его в наборе, но тоже частично, да, то есть, ну, такое вот странное довольно решение Трампетера в 2010-х годах. Значит, вот опять же та самая детализация внутренней башни, о которой я уже говорил. То есть вот тут детали, я так понимаю, автомата заряжания, полик башни, сидушки командира стрелка. Тут, возможно, частично боекомплект. Вот это, кстати, возможно, птуры стоят, я не уверен, потому что пушка 100-миллиметровая, вроде как у БМП-3, может стрелять помимо снарядов еще и управляемыми ракетами. Ну, прицельные всякие приспособления наблюдения, там вот эта вся электронная часть, тут, в принципе, довольно много. Ну, не думаю, что прям супер детализация, но ее довольно много. Выглядит тут, в принципе, много деталек. Собственно, да, потом появляется у нас верхняя часть башни, появляется, собственно, орудие. Орудие, несмотря на то, что оно не очень большое, к сожалению, сделано в две половины, располовинено вдоль. Его надо будет склеивать. Ну, собственно, автоматическая пушка, спаренная с орудием. То есть, это тоже, кстати, довольно такая необычная, редкая схема. По сути, это две как бы спаренных пушки. Да? Одна 100-миллиметровая, а вторая, если не ошибаюсь, 30, по-моему, миллиметровая. Там даже специальный какой-то механизм сделан так, чтобы их стрельба не мешала друг другу, как бы не препятствовал, скажем так, одновременно. Ну, да, и вот спаренный пулемет, он тоже, в принципе, здесь присутствует. Так, под антенну тут какие-то вот дымовые гранатометы, еще какой-то прицельный комплекс сверху ставится, фонарь. Кстати, в каком момент он ставился, я что-то пропустил этот фонарь. А, вот здесь, что ли? А, нет, он где-то вот здесь, по-моему, у нас был. Ну, фонарь, кстати, тоже, по-моему, закрытый, без прозрачных деталей, то есть фароискатель или как-то ее там назвать. Дополнительные какие-то панели с бронировкой, дымовыми гранатометами. И вот, собственно, из больших подсборок у нас башня, вот получается, как бы сказать, можно сказать, полностью, наверное, по меркам Трампетера детализированная башня, и снизу, и сверху, прям полностью с детализацией всего этого, скажем так, башенного отделения, она у нас собирается в единую кучу. И вот в самом конце
у нас, собственно, мы собираем все вместе, соответственно, устанавливаем башенку на корпус. Тут дополнительные какие-то микроюбка вот это по бокам ставится. Тоже ее, скорее всего, при окраске нужно будет в самом конце ставить, возможно, даже после основной окраски, так как еще гусеницы и так далее. И там вот какие-то микродетальки устанавливаются. Значит, да, вот довольно длинная такая инструкция показалась, хотя, казалось бы, не супер гигантский набор. Ну да ладно, вот все-таки детализации в нем внезапно порядочно оказалось. То есть внутрянка для наборов трампетера, детализация — это вообще довольно редкий гость. Значит, вкладочка с цветной окраской только на один по факту вариант, без по трампетеровской хабибосовской традиции, без привязки собственно, к подразделению. Трехцветный какой-то некий абстрактный камуфляж, некие какие-то абстрактная разметка в виде герба и флага России. Скорее всего, наверное, подозреваю, рисовалось с какого-то фото, но источник фото теперь найти, конечно, тяжело, потому что, никаких сведений об этом нет. Да, краски, как обычно, трампетер, в принципе, хабибос дают на Ганзу, на Валеха, на Модулмастер, Тамию. На Тамию дали только один цвет, да, тоже по трампетеровской хабибосовской традиции. То есть полный набор красок они дают только на Ганзу, на Мистер Хобби. И, собственно, только один вариант. Так, продолжим по пластику. Все у трампетера упаковано в отдельные пакетики, в том числе крупные детали, как ванна, как верхняя часть корпуса, ванна и так далее. Это в одну деталь ванна полностью, тоже довольно часто трампетер так делает. Много детализации, всяческих заклепок, какого-то вот подбоя вот этого, возможно, противорадиационного или что-то такого. Значит, те самые перископы, вот, например, водительские можно видеть абсолютно. И, соответственно, да, вот двух десантников тоже. Соответственно, просто абсолютно глухой пластик. Никаких даже пленочек трампетер не кладет в этот раз. Верхние люки, вот, возможно, воздухозабор или что-то такое, отводка чего-то от двигателя. Тут детали, ребристые детали куда, собственно, кольцо подбашенное вот это вот. То есть детализация, как бы не то чтобы выглядит какой-то плохой, вроде прикольно достаточно. Ничего не загнулось, вроде сильно не повело, так нормально. Вполне по-трампетерски отлитая в одну деталь верхняя часть корпуса. По крайней мере, это радует, что это упрощает сборку. Значит, собственно, у нас в ванне. Тоже она в одну деталь, соответственно, вообще почти все крупное в этой модели в одну деталь. Детализировано днище. Тут, видимо, вот эти лючки какого-то, наверное, водометов или что-то такое здесь должно быть. Они как бы прикрываются, наверное, какими-то крышками, поэтому вот таких решеток, как, например, на ПТ-76 тут непосредственно не видно, но явно что-то похожее. Боковины, деталировка тут, не знаю, тут должна быть она какая-то, нет, такая довольно условная. Соответственно, внутри вот есть у нас такие вот элементы для поддержки верхней части. Внутри тоже, да, некоторая, то, что, да, какая-то деталировка там внутреннего отделения есть. Но толкатели, в принципе, следы толкателей не то чтобы большие, но, в принципе, немножко просматривается. Вот это еще маркировка тоже не совсем помню, будет ли она прикрыта каким-то поликом. Возможно, это все чем-то закроется, какими-то деталями там внутренности. В принципе, тут видно какие-то, короче говоря, заготовки под установку интерьера, скажем так. Такая вот, опять же, ванна тоже из такого крепкого пластика, вроде бы не изогнулась, ничего с ней не произошло. Так, смотрим дальше. Значит, верхняя часть башни вот так вот по-трампетеровски, как обычно, очень как-то внимательно упаковано. Вот что у трампетеровских боссов не отнимешь, всегда они очень щепетильно все упаковывают. Помимо, собственно, упаковки пакетик, они еще и завернули. Хотя не то, чтобы прям такая
деталь из такого поручного пластика прям сильно бы могла как-то пострадать, но вот тем не менее. Да, вот верхняя деталь, да, тоже с подбоями, люки все как бы отдельные детали идут, без прицелов каких-то, ну не то чтобы какая-то огромная тут детализация есть, но вот она уже скусана с литника, видимо, с каких-то больших, вот видно, что остались какие-то вот следы, но в принципе тут ничего они не испортили, когда это самое скусывание производили. Так, отдельный пакетик опять же с траками. То есть такая схема, как бы она применяется, но у Трампетера вот именно такого вот изготовления укладки траков отдельно я не часто видел, но встречается. Ну, тут, видимо, какой-то другой пластик используется, не такой же, как на основных литниках модели. Ну, мини такие раскусанные литнички у нас тут присутствуют. Ну, траки все равно никакие при этом, понятно, не рабочие, никаких не защелок, тем более полупальцев тут нет. Вот есть вот на боковинах вот эти самые, скажем так, бинокли или вот эти вот самые элементы, которые типа как в реальности соединяют два трака, да. Ну, по факту я слышал, что многие по копийности, кто сильно заморачивается, жалуются, что вот при такой вот реализации вот этих самых биноклей в одну деталь, то типа изгиб гусеницы будет выглядеть не копийно, так как бинокли, дескать, расположатся не так, как они выглядят в реальности. Но этот Трампетер, чего уж тут поделать, меня это не то чтобы прям сильно парило. Так, давайте смотреть крупные литники. Стандартные такие трампетерские вот эти пакетики. Полиэтилен мутноватый. Но опять же радует, что все в индивидуальных пакетах. То есть никакой в этом плане экономии Трампетер у нас не пытается осуществить, запихивая по несколько в один пакет. Так, это в основном, я так понимаю, детали деталировки башни. Большой очень литник. Тут и это кольцо. И, собственно, детали, я так понимаю, карусели. Вот этой самой автомата заряжания. Ну, без БК у нас автомат заряжания. Видимо, невооруженная такая у нас БМП-3. Ну, видимо, как бы, да. То есть, чудес от детализации по внутрянке Трампетера ждать, видимо, не стоит. Вот БК нам не стали показывать. Вот самое орудие 100-мм. Вот две половины, к сожалению, по нему. Никакого тут как бы у нас этого самого, как оно называется-то, многоразъемных форм не используется. Несмотря на то, что орудие довольно маленькое и тоненькое, но тем не менее нам из двух половин, то есть либо какой-то автомаркет по нему искать, хотя оно довольно-таки, ну, сложной, скажем так, формы. Автоматическая пушка вот здесь тоже, ну, вот, пожалуй, да, вот единственное, возможно, здесь какая-то многоразъемность какая-то использовалась, потому что вроде как в автоматической пушке 30-мм все-таки они умудрились сделать отверстие. Ну, правда, кривоватое, оно слегка заплыло, ну, да уж ладно. Маска пушки вот такая вот брезентом чем-то там закрытая, подбоем каким-то. Ну, подвижности, да, кстати, там орудия по этой причине никакого не будет. То есть оно только в одном положении. Какие-то деталировки, ну, всяческих вот, опять же, перископы, башенки командира, люка водителя. Все это абсолютно глухой пластик, никаких ни прозрачных деталей на перископа, ни хотя бы какой-то гладкой глянцевой пленочки, ничего здесь нет. Ну, всяческая мелочевка, в основном по башне, вот за исключением этих деталей. Это, по-моему, какая-то внутрянка у нас по... Вот детали, насколько я понял, это птуры у нас, где я их только что видел, вот это вроде как 3 птура у нас БК, ну или что-то подобное, ну тоже как-то очень условно детализированные штуковины, ну и немножко тут мелочевки вот по всяческим приборам внутри башни. Да, вот такой вот литник. Ну, то есть деталировка по башне как бы она присутствует и вот занимает, в принципе, достаточно большой литник. Так, что еще из крупного? Ну, тоже в основном всяческие элементы дополнительных каких-то панелей. То есть, я так понимаю, частично внутрянка. Тут львиная часть вообще, скорее всего, всех деталей это именно внутрянка БМП. Соответственно, тут вот у нас эти юбки небольшие. Надгусеничная отдельно. Вот у нас дополнительная бронировка с
местами под установку, соответственно, дымовых гранатометов. Рождение фар вот у нас из пластика сделано. Ну, радует, что в одну деталь, но по копийности я уж не знаю. Да, вот еще одна деталь маской пушки. Кстати, я не помню, какая из них используется. Да, видимо, вариации были какие-то на разных модификациях. Да, я напомню, что у Трампетера 10 модификаций, где-то около 10 модификаций BMP-3, поэтому тут унификация, скорее всего, очень большая, и, скорее всего, много деталей они будут не использоваться. Какие-то конкретные будут использоваться. Ну, задняя часть, вот опять же, осветительные приборы тоже, по-моему, насколько я помню, глухой пластик непрозрачный. Ну, дополнительные какие-то панели. Волноотбойник, по-моему, там, не помню, частично что-то тут внутрь идет, возможно, это чисто внешне, да, вот сами дымовые гранатометы, опять же, глухой пластик. Ну, так, в принципе, литье огрехов, я, опять же, скажу, несмотря на то, что модельки этой, наверное, уже около 20, ну, этому пластику, скажем так, наверное, уже около 20 лет, но не то, что не вижу я каких-то прям серьезных огрехов именно по качеству литья, как бы, и все и не замялось, и не облой, и не каких-то непроливов, каких-то дефектов я в принципе не вижу. В этом плане Трампетер может, конечно, как по мнению многих, он по деталировке и копийности часто страдает, но по качеству литья Трампетер в принципе вполне себе, даже их старые модели вполне себе неплохие. Так, еще из крупных деталей вот у нас присутствует такой достаточно большой литник. Тут что-то тоже они решили обернуть в демпфер. Что-то, видимо, считают, что там что-то хрупкое находится. Сейчас посмотрим, что же это такое. Значит, крупные в основном тут детали, но я так понимаю, это в массе свои какие-то внутренние какие-то панели отсека десанта-боевого отделения и в основном и всякие лючки. Так, ну мне этот демпфер вряд ли понадобится уже. Да, вот опять же, вот это я помню внутренние отсеки десанта и боевого отделения, внутренние стенки, скажем так, лючки, двери задние, скажем так, ну или полудвери. Вот, кстати, момент с это механик водителя у нас, по-моему, передняя часть. Вот здесь есть отштамповки под приборы, шкалы какие-то, там элементы управления. То есть там у нас вроде как в комплекте должна была декаль под это все. Ну, наверное, кто-то может не захотеть декалью пользоваться и, в принципе... Вот это рампа полик над двигателем, насколько я помню, через который десант должен выходить. Это тоже, по-моему, боковые стенки вот этого, скажем так, отделение для покидания машины. Ну, тут также, вот, я так понимаю, что-то типа каких-то то ли огнетушителей, то ли баллонов с чем-то, вот, элементы рулевое, ну, что-то такое похожее, то ли на рулевое колесо, то ли на какой-то вентиль. Пулеметы курсовые, я смотрю, они бывают в разных вариантах. Ну, немножко шанса тут, деталировки. В общем, как внутренние детали интерьера, так и внешние присутствуют. Вот, да, кстати, забыл сказать, у BMP-3 есть внешние зеркала заднего вида. Они тоже абсолютно сделаны из непрозрачного пластика и никакой имитации стекол, зеркал, соответственно, я так понимаю, нам не дается. Ну, по качеству, ну, может быть, где-то есть какой-то микроблойчик, может быть, что-то я такое где-то и не увидел, но прям в глаза ничего такого сильно не бросилось. Так, пакуем обратно. Так, еще, так вот, да, литники в основном сейчас пойдут такие небольшие, но все, опять же, я повторюсь, они в индивидуальных пакетах. По той причине, видимо, что унификация, то есть в разных модификациях BMP-3 они, видимо, тасуют эти литники. Куда-то что-то кладут, куда-то что-то не кладут. Поэтому вот так вот такое большое количество индивидуально упакованных литников. Даже в том числе и небольших достаточно. Так, ну в основном здесь детали, я так понимаю, устройство самоокапывания, насколько я понимаю. Задняя переборка десантного отделения, внутренняя, то есть я так понимаю, которая там идет, кормовая деталь, собственно, под вот эти двери, под люки, деталь, ну, сиденье десанта тут частично. А тут бревно реализовано. Ну, я так, кстати, немножко так до конца и не понял по инструкции,
все-таки у нас на данную модель именно бревно устанавливается или это некий тубус? Потому что чисто на картинках на буксарте оно как бревно не очень выглядит, оно скорее похоже на тубус, но бревно тоже в литниках присутствует, так что это надо будет уже уточнять по инструкции, что же там все-таки бревно или тубус. Потому как выглядят они издалека довольно-таки похожими. Ну, вот так вот тут. Немножечко внутряночки, немножечко по внешке, все перемешано, опять же, такие вот детальки. Бревно, кстати, если нужно будет бревно, оно с фактуры дерева, но вот, к сожалению, из двух половин. То есть шов там образуется. Ну и в остальном, вот, в принципе, особо-то сказать нечего. Стандартное трампетеровское литье без каких-то прям сильно больших претензий. Так, тут у нас повторяющиеся детали. Судя по всему, литника 2 в одном пакете. Сколько я могу судить, в основном это у нас ходовая часть. Ничего не отвалилось. Так, значит, литники, насколько я понимаю, абсолютно идентичные. Соответственно, что у нас тут? Довольно сложная форма звездочка. Ленивец тут же присутствует. Из двух деталей звездочка. Детали балансиров, там еще с какой-то амортизацией. Также помимо этого сюда попали и огнетушители, какие-то вот короба, ящики, какие-то еще элементы мелкие, ручки, поручни всяческие, опорные катки, я смотрю, детали. Сюда попали сидушки. Ну, сидушки, кстати, довольно слабо детализированные, такие очень условно сделанные, тоже сюда попали. В общем, сюда попало много всего, что в большом количестве одинаковых деталей идет. Ну, вот такого вот рода. Звездочка отлита. Ну, выглядит она довольно прикольная, такая сложной формы. Огрехов прям каких-то я не вижу. Может, на внутренней части только там то, что особо не будет видно. Ну, как бы вот такие вот два литничка. Видимо, общие, скорее всего, для всех модификаций. Так, остается у нас опять же немного. Опять же, появляется у нас ходовая. Вся, я так понимаю, катковая часть ходовой, она уместилась вообще фактически на один литник. Тоже там, кстати, довольно забавное расположение катков у машины. Они какими-то такими все разными расстояниями друг от друга сделаны, в отличие от BMP-1, BMP-2. Вот опять же катки, соответственно, детализация вот этой обрезинки, рельеф. Ну, как бы, наверное, тот, кто прям сильно гонится за какой-то внешним видом, прям безукоризненностью модели, видится на то, что, значит, питатели выведены прямо, собственно, на рельеф этой самой обрезинки. Ну, возможно, в принципе, так как этот рельеф конкретно по беговой дорожке, он все равно, наверное, при движении машины быстро уходит, то, может быть, и ничего страшного, что там придется, собственно, убирать эти следы, может быть, там затереть этот рельеф. Это, наверное, даже для перфекционистов будет не такая же большая проблема, если этот рельеф будет собственно, спилен. Ну вот, собственно, все катки на одном маленьком литничке уместились, все дорожные катки. И остается не так уж много. На самом деле, вот маленький такой, видимо, какой-то альтернативный литничек под, наверное, нашу, возможно, модификацию. Возможно, тут мало что используется, не совсем помню, но я смотрю, тут отдельная кормовая деталь немножко, видимо, измененная, вот эти тоже. Отдельные какие-то, возможно, приборы, там прицельные приспособления, да, я что-то такое припоминаю, что вроде на этой модификации какие-то немножко другие, не знаю, ограждение чего-то, фар, может быть, не... Опять же, третий вариант, по-моему, уже, который я насчитал, маски орудия, другой. Ну, вот, видимо, под одной из модификаций они вот сделали такой специальный маленький литничек. То есть, прям Трампетер решил выжимать тему модели BMP-3 прям по полной. И в свое время расщедрился аж на целых 10 штук модификаций. И вот еще такой отдельный литничек, да, я, наверное, даже не буду его разрезать, не так все видно. Это, собственно, те самые верхние люки большие для десанта. Здесь еще под маленькие лючки отверстия есть, вот они с внутренним каким-то рельефом, то есть теоретически их можно будет открывать.
Ну, отлиты с виду довольно неплохо. И самый раз последний пакетик с слитниками, я тоже думаю, его, наверное, не имеет большого смысла разрезать. Это, собственно, опять же, детали траков, только гребни. Гребни довольно маленькие, отдельной деталью, больше 160 траков придется срезать эти гребни, приклеивать. Ну, в общем, такое еще, в принципе, развлечение для нерабочей гусеницы. Пластик сделан такой же, как, собственно, на траках, какой-то другой, возможно, какой-то более твердый, не знаю. Ну, вот так вот реализованные гусеницы модели Трампетера. И, собственно, по пластику это у нас все. Было бы все, если бы мы не считали еще прозрачный пластик. Вот такая вот маленький литничек, я думаю, не имеет смысла его раскрывать. Я успел понять, что прозрачным пластиком в данной модели даны осветительные приборы в основном, то есть фары всяческие. И еще вот два каких-то стекла. Я, честно говоря, даже не помню, используются ли. Я не успел толком понять по инструкции, используются ли они в этой модели. Возможно, используются для каких-то прицельных приспособлений. Но самое главное, как бы тут получается никаких перископов в прозрачном пластике нам не дано. Все перископы, основная масса приборов наблюдения, как крайней мере, точно дана исключительно в глухом непрозрачном пластике. Собственно, так, ну декалька, так как она сильно тут запакована, я думаю, наверное, все-таки есть ее смысл извлечь. Иначе совсем не видно, что она из себя представляет. Так, такая сложная упаковка, как обычно, по декалям у Трампетера. Очень уж они их оберегают. Можно подумать, они какого-то нереального качества. Зачастую не всегда бывает. Такая вот декалька, да. В основном вот эта вся часть — это приборы механика-водителя. Герб в двух цветах, кстати, в белом и в черном. Ну, такой герб, кстати, я не знаю, откуда они взяли исходник для бокс-арта с этими гербами. Честно говоря, мне эта фотка не попадалась. Ну, такой герб, кстати, условный, недорисованный, почему-то только двуглавый орел, а где остальные символы. Ну и российский вот триколор здесь, в общем, с какого-то прототипа они явно, скорее всего, рисовали этот бокс-арт, но мне этот прототип не встречался. Вполне возможно, что это вообще не боевая машина на прототипе, а какой-то выставочный экземпляр с каких-нибудь там выставок, фестивалей оружейных или что-то такое. Ну и, в общем, еще по-трампетровски упакованные две небольшие платы фототравления. В основном тут вот решетки, еще какие-то микроэлементы. Ну, в принципе, они за те же деньги у нас вот присутствуют. Так, и, собственно, на этом содержимое коробки с набором у нас полностью закончилось. И можно, наверное, подвести итоги вот по такой вот модификации, не совсем понятной модификации BMP-3E. Кстати говоря, несмотря на то, что здесь у нас нарисована вот эта вот самая труба для забора воздуха, для улучшения, скажем так, качества движения по воде, тем не менее можно четко увидеть, что, скажем так, нигде в сборке и в готовом варианте, и, по-моему, нигде в сборке я не увидел, чтобы эта труба хоть где-то, ну, в таком положении была для сборки указана. Соответственно, Трампетер немножко нас всех обманул, и кто, если очень хотел вариант с этой трубой собирать, то, видимо, как минимум в инструкции вот такого варианта не найдете. Ладно, еще один маленький обман от концерна Трампетер. Так, ладно, если подводить, меня лично вот эта труба не то чтобы так сильно волнует, я, в принципе, абсолютно не то чтобы заинтересован в конкретно вот этом варианте, я покупал эту модель просто потому, что она была BMP-3, ибо она была довольно-таки дешевая.
То есть это, ну, как бы, это мой подход в данном случае к моделям, поэтому я вот как говорю это как факт, но меня лично это не то чтобы сильно трогает. Что по итогу можно подвести, что внезапно модель, несмотря на то, что она довольно дешевая, она внезапно довольно-таки много в себе имеет деталей, и там совершенно внезапная вот внутрянка присутствует. И башни, отделение механиководителей, десантного отделения, там вот всех этих всех этих отсеков для покидания машины. То есть помимо всего прочего, вы машину покупаете с кое-каким, но все-таки в принципе интерьером. Из плюсов, да. Из плюсов в машине наборные гусеницы, как бы из отдельных траков, к сожалению, сразу минусы, не рабочие абсолютно, но у Трампета рабочие гусеницы, это, по-моему, вообще дикая редкость. Ну, кстати, вот я сейчас смотрю на рельеф, все-таки это больше похоже на бревно. Это все-таки не тубус, наверное, да, про тубус, наверное, все-таки я какую-то ерунду загонял. Мне почему-то издалека это показалось тубусом, но сейчас я в приближительном рассмотрении, это все-таки просто бревно. Это просто бревно, покрашенное в камуфляж. Ну да ладно. Из минусов, значит, с прозрачкой проблемы, то есть перископы все даны не прозрачкой, ствол 2,5 дан, к сожалению. Из минусов не совсем понятная модификация, то есть, ну, привязка, отсутствие полная к историческим прототипам. По какой-то вот именно скрупулезной детализации огрехом, ну, как бы это Трампетер, все, наверное, немножко знают, что Трампетер это типа, как бы, грубо говоря, модельки всего на свете, но сделанные, скажем так, на общесреднем уровне, да, то есть какой-то супер, наверное, копийности, может быть, и не стоит искать. То есть, ну, такая вот прикольно необычная немножко для Трампетера, что ли, модель. Меня лично такое, в принципе, качество устраивает. Достаточно. Кому-то может показаться, что типа, как бы, наверное, не очень. Но ценник при этом довольно низкий на момент покупки был, хотя это было уже и не сейчас. Но я, скорее всего, думаю, что эти БМПшки даже сейчас, наверное, довольно дешевы. Еще из приколов я вспомнил, что одну из этих модификаций БМПшек трампетерских перепаковывал в свое время Мир Модели, если не ошибаюсь, что-то делал под своей вывеской не так давно. И вот недавно как раз совсем была, кто, может быть, не хочет покупать трампетерские наборы, потому что я не помню, есть ли в 35-м вообще альтернативы BMP-3, на память не приходит. Звезда не так давно анонсировала свою BMP-3. Возможно, в принципе, она в плане копийности и интересности, может быть, даже будет лучше старой трампетерской. Ну, вот такая модель, такой вот набор.